Козероги – сложнейший объект охоты по целому ряду причин. Они обладают удивительным слухом, острым зрением и сверхчувствительным обонянием. Приблизиться к организованному стаду и остаться незамеченным практически невозможно. Увидеть затаившегося козерога – тоже непростая задача. Их окрас – идеальная природная маскировка. Но самая главная причина – высота. Козероги выбирают местом своего обитания неприступные отвесные скалы. За новыми трофеями охотник Сергей Мазуркевич отправляется в Иран. На второй день охоты он добывает керманского барана. Теперь его цель – персидский пустынный козерог. Невероятно чуткий и ловкий обитатель скал. Сейчас дистанция 1400, попробуем бараки на 600-700. Сейчас тот самый момент. Произошел промах на 740 метров. Пока время терпит, мы будем бороться до конца. При 900 километре каждые 10-15 метров очень важны. Ребята, это не сценарий, это реальная охота. Все есть как есть. Трофейная охота в Иране. Фильм второй. Персидский пустынный козерог. Эта поездка была перенесена с ноября на декабрь. Не самый удачный месяц для долгосрочных экспедиций. Декабрь – это однозначно, может быть, не лучшее время для бизнесмена быть на охоте. Если идти по логике, Осип, тогда лучший охотник – это пенсионер. В будущем понимаю, что декабрь-январь месяц надо вычеркивать из графика охоты. Он слишком напряжно. Это время. В результате на добычу 2 трофейных позиций только 5 дней. Вчера охотник добыл великолепный трофей 9-летнего керманского барана. Большое спасибо. Выстрел был произведен под углом в минус 40 градусов на дистанцию 220 метров. Каньон, в котором предстояла охота на козерогов, находился всего в 16 километрах от города Мехрис. Протяженность каньона была около 7 километров. Козерогов предстояло наблюдать на его скалистых краях. Третий день охоты. Иран. Сейчас приехали на персидского козерога. На дне каньона располагался небольшой охотничий домик. Здание, которое там мы могли пообщаться, посмеяться, поговорить, показать друг другу фотографии, что они очень любят. Мы ждем 10 часов утра, когда наступит. Старший Игорь говорит, что к этому времени козерог должен сверху спуститься вниз, потому что ночью он поднимается наверх от хищников, а вот уже в обедне, на утреннее время он начинает пастись, спускаться ниже. Соответственно, здесь гораздо проще будет делать подход. Очень интересный момент здесь есть. Все эти местные егеря говорят, что здесь один очень старый козерог. Размер я не буду говорить, да, но он очень старый. И он появляется, периодически выходит и заходит. Вот эта пещера, которую мы там видим, вот он там и появляется. Персидский пустынный козерог всю жизнь проводит на небольшой территории. Это стадное животное, хотя старые самцы обычно держатся поодиночке. В поисках еды козероги взбираются на самые неприступные высоты. Этих животных наблюдали даже на деревьях на высоте 6 метров. Рога самцов весьма крупные, саблевидно изогнутые, могут достигать длины 130 сантиметров. Этот вид чрезвычайно осторожен и пуглив. Все его чувства развиты. Приближающегося хищника горный козел легко обнаружит за несколько сотен метров. Сам персидский пустынный козерог не очень большой, но это особенность этого животного, этого козерога. Козерог весь наверху.
Сейчас что-то его не наблюдаем. Onun yanıyla birbirleriyle oralardan gülle tavırlar. Ага. Нече метр olar orada? Наш старший егерь Мурат говорит, что он высмотрел одного козерога, который, возможно, будет нам интересен. Видишь, закручиваются кончики рогов. Для персидского пустынного, я думаю, это уже трофей. Нормально. O ağı görmürəm. Два самца, один лежит, ну, более интереснее, рога уже закрученные. Сейчас дистанция 1400, попробуем пройти на 600, 700. Табак, угол наклона будет, я предполагаю, что градусов 30-35. Когда мне задают вопрос, а козерог живет в пустыне, я говорю, да, в пустыне, около скал. То есть это не значит, что он живет на земле и в пустыне ходит, нет. Но сама местность, она пустынная. Пока не видно ничего, мы сейчас должны понять, где они. Спустя несколько минут Мурат обнаружил искомых козерогов. Охотники вели себя максимально осторожно, но, тем не менее, козероги почувствовали опасность. Попытались сделать подход на 800 метров, учуяли они нас и ушли наверх. Время 12:20, до темноты осталось 4 часа. Но они не видели нас. Это лучше, потому что если увидели, было бы сложнее. А так они просто почуяли что-то. Они спустятся. Но вторая половина дня, она всегда сложнее. Козероги уже насторожены. Поехали. Давай. Уже много шумов, много помех, много тревожных моментов днем происходит. Не подпустит. У нас еще время есть. Будем выжимать этот день. Группа козерогов забралась еще выше. Ой, да, ищ там, О, там сколько их? Это группа, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Sana dedim o gruptu ki söp getmiştik. На расстоянии более километра от охотников они снова были спокойны. Не будем стрелять. Раз они туда зашли, и непонятно вообще, попал, не попал, что с ним. Это мы все день потеряем. Когда получится, мы будем надеяться, что они спустятся вниз. И Надо дальше... смотреть, чтобы была зона обзора после Мы стрельбы. их на вечер оставляем НЗ. И будем стараться найти У нас что-то одно здесь. НЗ по всей территории. Все-таки удалось обнаружить козерога на дистанции 800 метров. Давай, 800 метров. Окей, Yeter. Atmak ister. я стреляю. 800 метров. Пойдем туда. Втроем пойдем. Дистанция составляла 740 метров. Ветер отсутствовал. Основную сложность представлял крутой угол наклона – 24 градуса. Александр вместе со мной всегда охотится, у него там своя охота, у него видеоохота, задача заснять трофей, а мне все-таки его взять надо. У меня есть преимущество, что я быстрее его обнаруживаю, да, то именно ту цель, которая мне надо. А ему надо еще догадаться, что я выбрал из той группы, которая там есть. Здесь тоже есть загадка, но это все приходит со временем. Вот он пошел. Идет налево, да. Я готов. Бежит вниз. Пуля прошла выше цели. Как позже показала видеосъемка, сантиметров 15-20 по верху. Взвесь песочной пыли, поднимаемая выстрелом, скрывала цель. Пыльные горы, очень пыльные. Единственное, что я понимал, что был промах. Юхара, ребят! Выше, выше! Выше, выше, да? Похоже, да. Козерог остановился под скалой и замер. Миллионы лет эволюции научили козерогов застывать на месте в случае смертельной опасности. Этот древний инстинкт работает великолепно. Yürü. Недвижимый козерог в буквальном смысле сливается с окружением. Не камни сейчас. Камни стоит, да.
Козерог ушел целым и невредимым. Левее уходит. Вы видите его? Вижу, вижу. Произошел промах на 740 метров. Расстроен тем, что Козерог-то был такой старый, белый уже. Он еле-еле двигался. То есть настоящий трофейный экземпляр. Думаю, что это подвел все-таки дальномер биноклем. Или же, значит, некорректный расчет угла наклона. Я прям не мог понять, что случилось. Что-то случилось с прицелом, что-то случилось с карабином. Не было у меня в данный момент ответа. Мною было предложено все-таки проверить карабин и прострелять дистанцию на дальнем. Чтобы разобраться в причине промаха, решено испытать оружие на дистанции от 500 до 1000 метров. Тут покажи пальцем. Показывает пальцем. Здесь довольно особые условия, сказал бы, в Иране. Довольно сухой воздух. Сейчас смотрю по метеостанции. Сейчас он пометит, Сергей, эти две дырочки. Не то, что даже разряжен, просто сухой, чистый. Дальномер вообще мерит до 8 километров. Такой первый раз у меня. Естественно, все это связывает с тем, что полет и настильность, она гораздо выше. И, может быть, этот фактор тоже повлиял. С винтовкой и прицелом все оказалось нормально. Прям в красную. Давай еще 100 туда. Пусть помечает, только помечает. Наверное, 50 метров больше показывает почему-то и все. Вот красный 800 метров. Kırmızıya düz de. Gördüler. Binokülde bir gösterir, o bir tane başka gösterir. А какой сейчас будем использовать тогда? Bağlı. Bu düzdü. Bu düz de, o birisi düz değilmiş. 100 метров от трафа. Разные дальномеры показали разную дистанцию, и во время выстрела произошла ошибка. Они было Они у меня для такая. 220. Вот у Сваровски вот немножко уронил его, и все, он начинает крыша ехать у него. Где-то упал у меня, и все. 800, Да, yes. 800. Это 900. 900. 9. No 900 değil bu. 9. 900. So, 900 здесь, 700 здесь, 800 здесь. 500 я понял, Мурат что сказал, это все попадание в тело животного. ну, это по-любому, 100%. Ну это вот 10 Да, сантиметров. это 15 попадание сантиметров. на такое расстояние. Вот 3 выстрела сегодня были. Ну вот 740, вот 700 и 800, он вот говорит, здесь. Вот, это Ну попадание. вот все, 100%. Все. Но сейчас мы поняли ситуацию, поэтому завтра у нас будет, дай бог, шанс. На крайний день охоты остается всего 2 патрона. А говоришь, один же патрон остался. Ну 2. Какие 2. تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف تو زان سفر دراز خود زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند عزم وطن نمی کند ساقی سیم ساق من ساقی سیم ساق من گر همه دور میدهد گر همه دور میدهد کیست که تن چو جام می کیست که تن چو جام سرگی جمله دهن نمی کند سرگی نمی کند. Ну, сегодня у нас крайний день, время 7:25, в ожидании, когда поднимется солнце, чтобы козероги из своих укрытий вышли и мы могли их наблюдать. Ну, сейчас надо смотреть в оба, как говорится, потому что сейчас тот самый момент. Не раннего утра, когда еще прохладно, а сейчас тепло. Поэтому козероги уходят на скалы, на солнце, греются. Они часто называли какой-то сад. В данный момент есть движение вниз к этому саду. Сейчас там люди наблюдают. Если мы сейчас туда пойдем, мы можем спугнуть. بریم تو گودال تو گلار اونجا تیر بزنن üstüne. Harcayın اگه bakalım. بریم تو اون گودال همون سینه که اون روز پیروز ما شلیک Aydın'da کردیم ha.
اگه همونجا راحت دیده میشه بله دیگه. یعنی این صخره جلوشو نمیگیره نه نه yeter basit. اینجا بزنید. یه خود این Oğlum ورد yeter basit. Masada ne yeter basit. Козероги очень любят места, где есть камушки, чтобы они могли слышать камушки. То есть приближенная опасность тоже шумела. Вот так. Сигнализация. Да, сигнализация. И, конечно же, они страхуются, они сразу готовят себе отход. Отход, чтобы убегать можно было уже. Километр дистанция. Температура разная. Здесь холодно, там тепло. Сложно будет. Лучше пройти ближе. Сейчас немножко опасно. Они могут нас увидеть. Но, в принципе, они кушают, они заняты. Но у нас много народа. Пытаемся подойти ближе. По коробке, по мишени стрелять легко. Без нервов, без суеты, без напряжения, без адреналина. А стрелять по животному это совсем другое. Сейчас все серьезно, поэтому не знаю. 950 это немало. Вот боком стоит, да, сейчас? Боком, да? No. Я не пойму, вчера прострелил нормально все. Значит, дистанция была неправильная. Я 900, и ты 900 делал. Я все правильно сделал, как вчера. На 900 делал, да? На 900 делал. Он прошел, видать, все-таки. То есть еще 20 метров прошел. 30 сантиметров на 900 метров. Падение пули прошло. Я думаю, просто пока мы замеряли, он лежал. Потом он встал и пошел наверх. И вот эта дистанция где-то 30-40 метров, разница от того места, где стрелял. При 900 километре каждые 10-15 метров. Очень важны. Чего? У него зона поражения 20 сантиметров. Он же небольшой козерог. Он маленький. Мы будем бороться до конца. Поэтому время есть. Давайте стараться. Что-то не идет козерог никак. Сейчас мы будем продолжать наше заветное место. Это сад, так называемый. Вот он и есть этот сад, почему они его называют. Здесь на самом деле сад. Очень оригинально и эффективно используется источник с гор. Протянули такую трубу, по ней подается вода, собирается все в бассейне, с бассейна потом идет распределение по этому саду. То есть в Иране дефицит воды, но много солнца. Оазис такой, можно сказать, среди пустыни и скал. هنوز میتونیم 100 متر بریم جلو. На километр стреляй. Подойти к нему довольно сложно, он шугливый. Козерог вообще как бы сложная позиция, в отличие от баранов, она везде довольно сложная. Местный житель, который жил вот именно в этом саду, мы когда подошли, эти козероги были на 900 метров дистанции, и чтобы они остановились, он взял, нарвал там веток и типа начал работать, подметать, там, собирать дрова. Он типа работает. Сейчас он разожгет костер, чтобы козерог подумал, что мы пошли разжигать костер. Вот так. То есть они говорят, что когда мы здесь работаем, там собираем дрова, готовим, там камни переносим, в общем, хозяйственные работы проводим, козероги могут подойти вообще на 300 метров, не обращая внимания. Козероги посмотрели, что это свои, как говорится, там местные жители, остановились и продолжили пастись. Единственная доступная позиция оказалась не самой удачной. Заходящее пустынное солнце било в глаза,
засвечивала оптику и мешала скорректироваться на цели. Пуля прошла выше. Торопиться на охоте не надо. Время поджимало, все-таки большое, огромное желание было сложить в 4 дня всю охоту. Это и помешало. Ментально человек и охотник должен быть сосредоточен на охоте. Сергей был немножко взвинчен другими делами. Мы произвели 3 выстрела, а по законам Ирана после 3 выстрелов охотник уезжает домой. Ну, пообещали, что мы сюда вернемся. После просмотра отснятых кадров причина промахов стала очевидна. Замер дистанции был произведен по одному козерогу, а выстрел совершался уже по-другому. Когда в большом стаде находится несколько взрослых, постоянно меняющих свое положение самцов, перепутать их довольно просто. Хуже всего было то, что эта ошибка повлияла на следующую. Учитывая предыдущее занижение пули, охотник добавил к поправкам 1 угловую минуту. Эта минута, которая на 1155 метрах составляет 35 сантиметров, оказалась лишней. Вернулись в Иран за пустынным козерогом, как и обещали, спустя 2 месяца. Стив, дорогой, привет. На позитиве, потому что нам после первой встречи все, в принципе, понравилось. Ну, так получилось, что мы не взяли козерога. Ну, обратно же это был повод, чтобы вернуться, чем мы и воспользовались. Нас встретил Асиф и его команда. Двигаемся по автомобилю и будем выдвигаться в тот же район охоты, в котором мы были в декабре месяце. Целовашки, обнимашки потом, давайте. Если мы в 11 приедем, за час можем разобраться, одеться. В 12 найти, пол-первого найти, значит, место, ну, до 2 края отстреляться. Ну и к 3 к вечерней охоте выехать в горы. Ну, хотя бы понаблюдать. Организаторы предложили добыть персидского пустынного козерога в новом месте, но было решено брать реванш. Команда добудет трофей в каньоне, где произошли промахи. Долго как-то очень. Мы задали такой темп организаторам, и Асифу, и организаторам, что они с аэропорта уже были вот заведены на большую скорость. Не успели доехать до отеля, поступило предложение произвести пристрелку, чтобы не терять время. Хотя у нас есть 3,5 дня, по идее. الان خوبه همون سینه تپه اگه بتونی اونجا بذاری خوب اوکیه. Да, это наш старший егерь будет, он очень опытный егерь. Смотрим. Вроде у нас по времени побольше, чем в декабре. Все, пусть возвращается, закончили. Это бесполезно сейчас, патроны жечь только. Ну что же, Иран встречает нас недружелюбно, хотя всегда он был позитивен по отношению к гостям. Ветер, снежные вершины. Мы эту зону знаем неплохо. И она отличается, декабрьская и, так скажем, конец февраля, сейчас начало марта, они очень сильно отличаются. У нас осталось часа 2 до сумерек, но мы продолжаем поиски, потому что на охоте надо использовать каждую минуту, каждую секунду, потому что никогда ты не знаешь, что может произойти. Сергей, завтра, по прогнозам, наиболее лучшая погода будет это раз. И завтра из-за ветра спустятся другие большие тоже пониже. Да, да. А сейчас мы пойдем. Гостиницы даже не жили, стрелять приехали. Утро, солнце на восходе. Вчера наблюдали группу. Один из козерогов представлял довольно серьезный интерес, метр 10 сантиметров где-то рог, но он был только один рог, старый, видать, самец.
В принципе, у меня сейчас есть идея все-таки его взять. İçeride vuruyor. Ben Emin'le o sefer gittim. Onun dağında bir tane hamar yeri var. Emin'den onu sürdü. Sant değil mi? Но они не думают, что это то, что пока нам надо. Ну, там я видел больше. Да, они Молодые. совещаются, да, они просто как Слушай, я что думаю? Да, Давай этого того, одного. однорогового. Да, потому что это мелкие, там они если побежали, такие не увидел. Нет, мелкие, да, не нужны. Из моей практики я знаю, что немецкие охотники очень любят такие трофеи, которые, например, с сломанным рогом или же измененная структура рога. Конечно, это не очень эстетично будет взять такой трофей, если, конечно, его возьму. Но, с другой стороны, это самый старый, и это трофейный экземпляр. Если охотнику нравится лично этот трофей, то нам тоже нравится. Мы никогда ничего не можем сказать. Нравится, потому что он старый. Biz 300 metre yakınlaşacağız. 300 метров. Неинтересно же Ama тебе будет bilinmiyor стрелять, ki Сергей. oraya Извини, çekilen конечно, за belki такую hayvan дистанцию, Сергей, извини, getiriyor galiba. пожалуйста. Надо еще попасть, я перестань. Такая вот охота стрелять с капота. Gidelim. Все, ну, Егеря говорят, мы поедем на белой машине. По той причине, что из оазиса постоянно двигается белая машина. И они вроде как по Козероге привыкли, что эта машина двигается, и не возникнет никакого подозрения. Все произошло примитивно просто. Карабин установлен был на капот автомобиля. Корректировку Асиф делал, сидя на переднем сиденье. Браво! Браво! 250 метров. Зато взял то именно Козерога, которого мы выбрали. Это тоже очень важно. я тебя поздравляю, во-первых. Крупнее его не было, на самом И деле. все-таки он был немножко в движении, да, Сергей? Он остановился, я ждал. Да. Все-таки приличие соблюдал. Мы все-таки Спасибо. взяли этого козерога, а в декабре нас мучили они. То есть здесь очень важно доносить до людей, что такое охота, рассказывать про саму охоту, про животных, про людей. А ты его видел? Да. Ты снял его? Посмотрим. Ребята, это не сценарий, это реальная охота. Как получилось, так получилось. Все есть как есть. Там и были два еще. Ну, они Они были, в принципе, примерно такие же, как и он. Мы пропагандируем красивую, классическую и легальную охоту. Трофейная охота она не несет за собой вред для животного мира. Были довольно интересные экземпляры, более эстетичные, но мы выбрали именно старого. Наверное, этот сезон для него был бы последним сезоном. Его бы изгнали, и один бы он, само собой, долго бы не протянул бы, он был бы съеден или волками, или просто бы погиб бы. Такая бы участь его ждала в ближайшее время. горный охотник и охотник, прежде всего, честен перед собой. Конечно, такой трофей не для каждого, так скажем. Да? Это для ценителя природы и охоты. 250 метров дистанция, насколько мощный удар. Пуля просто выходит на вылет, и часть даже ткани осталась на камне. Это метров 7-8, где-то кровь, даже пятна здесь есть. Достали, значит, скальпель, нитки, там, произвели зашивание раны. We want to just start the surgery right now. Just an operation with those stuffs. Which kind of animal you want to just shoot? We have all the colors. Здравствуйте, как дела? Я очень рад. Все это помыли, приготовили, причесали. Оставалось только там, не знаю, там губы накрасить, да. После этого, само собой, где-то минут 40 мы все фотографировались. Красивые люди, вежливые, все улыбаются, все радостные. У меня просто-напросто перевернулось все в голове. Они культурные очень люди, вежливые, и видно, что они хотят не то что услужителю, допустим, угодить, а качественно, красиво предоставить эту услугу. Это тоже надо уметь, для этого нужно иметь талант. Это должно быть, наверное, внутри. Teşekkürler. Thank you very much. Спасибо за охоту.
начало экспедиции, Пакистан. Это наша охрана, которая нас сопровождает из Исламабада в Карачи, из Карачи в Исламабад. Охота интересная, охота разнообразная, охота результативная. После попадания козерог камнем пошел вниз. Вот благодаря трофейной охоте мы можем наблюдать такую плотность питания барана.